Далеко не каждому продукту игровой индустрии сулит баснословный успех. И даже несмотря на такие удивительные и местами прорывные механики, как в некоторых сегодняшних экземплярах, не дают играм общепринятое признание на годы вперед. Причем даже такая привлекательная приписка Free-to-Play никак не спасает ситуацию игр из этого списка. Первой на очереди стоит игра, которая без преувеличений опередила свое время, по задумкам и идеям, но далеко не во всем по исполнению. APB. В нашем случае APB Reloaded. Так называемый перезапуск оригинальной игры о противостоянии бандиков и полисменов, который и сделал ее бесплатной, а также предоставил нам прекрасную возможность скачать это удивительное творение в Steam. Окей, компьютер, каков сейчас онлайн у игры? Немного недостаточен для того, чтобы соответствовать критерию амбициозный мультиплеерный проект с бюджетом около $100 миллионов. Перейду ближе к сути. Выбор фракций. Либо криминал, либо силовик. Будучи представителем криминальной отрасли, необходимо наводить шороху на улицах, а противостоящих им полицейских ждет задача соблюдать на этих улицах порядок. Идея крышевания улиц показалась куда более привлекательной, поэтому я и Жменя выбрали силовиков. Меню создания персика, забегая наперед, окажется одним из самых интересных элементов, что есть в игре. Само меню не передать словами, насколько калечное, кривое и совершенно интуитивно непонятное. Но стоит отдать должное, оно весьма насыщенное различными элементами настройки. А самое главное, невероятный саундтрек, сопровождающий весь этот процесс. Я пропитался конкретной дрожжешкой от данного звучания. Ощутил через эти атмосферные мотивы эпоху 10-х годов с нотками иллюзорной ностальгии об игре, в которую я никогда не играл. Офицер Бёрд готов служить. Оказались мы с офицером Эшем Джиклберри в полицейском участке, где игра настоятельно посоветовала нам пройти идиотское обучение. Как бегать, как открывать двери и как взаимодействовать с этим несносным юзер-интерфейсом. После чего, немного поездив по городу, стало ясно, как белый божий день за огнем, что преисполниться в выполнении задания мы не сможем, потому что находимся в так называемом люминесцентном пространстве, где кроме нас больше никого нет. Зайдя немного позже на другой сервачок, мне повстречалась, судя по всему, представительница сильного и независимого пола, и мы радостно поездили с ней по бетонным джунглям. Музыка, которая передавалась по блютику на кнопочных телефонах. Слушайте, ну будто бы игра действительно мертва. По этой причине, одним взмахом своей доброй и щедрой руки, я созвал подписчиков со своего телеграм-канала, ссылка на который в закрепленном комментарии. Этим жестом доброй воли на какое-то время получится реанимировать игру до состояния ее существования в первые дни, где куча новых игроков и горсть опытных геймеров проведут время вместе в одном симбиозе. Солдатня, быстро это самое, к стенке. Разбежались. У нас новое задание — избавить город от криминала. Так что давайте по машинам садимся и погнали гасить этих уродцев. После этих слов мы направились в центр города, где нас радушно встретили бандики. Но проблема в том, что смысл моих слов буквален, и при всем желании сразиться с хулиганьем, ни у нас, ни у них совершенно ничего не получилось. Как выяснилось, чтобы сразиться с преступностью, мы должны подтвердить свою готовность к заданию. И лишь когда игра увидит, что есть готовый отряд и там, она запустит общее задание. С разными целями. Займись ими, пожалуйста. Поехали. На задании, все, погнали. Так мы уже тут, что ты пукаешь? Опа, и погнали. Начальство отправило наш отряд из 4 бойцов на задание по защите антенны в порту. Кумарьте, Финалитет. Тинькофф. За бочкой сидят. Здесь Сука, этот. меня убили. О, меня тоже били. Успехом эта задача не увенчалась, и криминальные ребята хакнули антенну. С этого момента они будут называться кримиками, сокращение от слова криминал. А кэпики и кэпычи — это полицейские, результат лексической деривации, где за основу взято слово коп. Новая точка, быстро, быстро. Поехали. После неудачного предотвращения хакерского вмешательства мы двинули на следующую точку. Ой, их тут миллион кримиков.
Сука, я не могу вылезти из машины. Где задача кримиков угнать скорую с донорской печенью и нелегально доставить ее влиятельному политику. И несмотря на наши тщетные попытки, намерения кримиков оказались куда более серьезными. Даю ордер на арест. А в заключительной части задания победитель определялся тем, чья команда дольше продержит кейс в руках. Забрал Кейсича, забрал. И первый, кто достигнет отметки в 120 секунд, сорвет овации зала. Убил Кримика. Давай сюда, родной. Давай машину. Блять, машину срочно подгоните сюда. В битве за удержание кейса начался настоящий хаос. Между командами, которые участвуют в задании, и окружающими зеваками, которые не могли ни получить урон, ни кого-то убить. С возможностью лишь ездить и бегать рядом с нами. Забрал. Я увольняюсь после этого задания. Нам еще 16 секунд продержать кейс, и мы победим. Пожалуйста, убейте его. Стоять, Тормози. Забирайте Кейсича. Убить. Взял. Эш, беги. Сюда, Эш. Давай, родной, сюда беги. Сука, рекрутов наняли бестолковых, ничего сделать не могут. Сука, машины не пропускает, я застрял в текстуре. Дед. Мазафака, мы проиграли. Меня... Выговор всем. Ну, молодцы, то, что сфотографировались. В остальном вы меня подвели, вы меня подставили. Плохо. Перед выездом на следующее задание я заприметил удивительное. Обалдеть! Как? И если вкратце, то мы проиграли и следующее задание, где нужно было доставить, в кавычках, бронированный автомобиль. Похуй, мы бронированные, едем. Но это оказалось буквально невозможным, потому что его взрывали с нескольких выстрелов. Теперь, наконец, перейдем к одному из самых, как я грозился, интересных элементов — кастомизация. Для этого дела здесь существует отдельное лобби, где, как выяснилось, обитают 99% всех оставшихся игроков. В самом начале вещей для покупки из-за низкого уровня у меня оказалось немного. Зато вот возможность заправлять и расправлять верхнюю одежду в брюки, а брюки в ботинки, дала ощутить огромный потенциал. Все это с возможностью перекрашивать одежду во все цвета радуги. Но самое главное — это создание кастомных изображений и надписей, которые можно налепить как угодно и куда угодно. Камон. Давай вначале букву К. Камон! Давайте, раз уж на то пошло, пока смот устрою. Где главная задача — сделать самый оригинальный, интересный или забавный образ. А победитель получит 500 рублей! Давайте, ребята, давайте! Молодцы! И пока господа подписчики создавали свои луки, мне выпала свободная минутка рассмотреть всех присутствующих здесь человечков. И тут я уже в полной мере ощутил несносную энергетику игры, которая опередила свое время, натыкаясь на клоунов в стиле GTA 5 RP, которых мне удалось повидать на своем веку. Если вы прямо сейчас зайдете на любой ролл-плей проект, то вы увидите подобных разноцветных работников цирка, как среди банд, так и в полицейском департаменте. Только вот тут 10X по качеству редактор персонажа, в отличие от редактора GTA Online, который вышел на 3 года позже, чем АПБ. И полная свобода в кастомизации одежды и транспорта. В остальном же от визуала устаревшего движка и вещей эпохи 10-х годов прямо-таки разит любимым словом 15-летних девочек — эстетикой. А сейчас пора смотреть показ мод. Так, ебало на 0. Проходи давай дальше. Следующий. Азо. Молодец. Ржуман. Хорошо сделал, но не хватает пальчика вверх. Что написано? Работник, блядь. Сука, откуда у вас столько изобретательности? Видите, он типа голенький, в трусиках с сосочками. Сука, хороший. Всех порвел. И шо? Хорошенькая. Ой, вот это... Короче, походу придется бюджеты расширять. Всех порвем. Точно получает от меня бабло. Короче, к вайберу у меня лежит. Ебать на 0. Все. Вот этим 3 уходит по 500 рублей. Едем на задание. Hell yeah. Вижу, кримики едут на машине. По машине херачить. Кримик убит.
Опа! Вызываю поддержку с вертолета срочно. Давайте, Бразерхудычи, держим со всей дури, со всей силы. Yes, Сделали? sir. Сделали, победа. Остальные задания особой оригинальностью не блещут. Где-то нужно постучаться в дверь без интерьера, где-то сфоткать дверь гаража. Посему время переосмыслить свои взгляды на жизнь и окунуться в мир криминала. Создав соответствующего героя, глядя на него, я пришел к определенному выводу. Посмотрите, вот это выглядит как вот, условно, 2012 год. Ты кидаешь скриншоты такой, типа, это скриншот из будущего GTA 5. Вот GTA 5 будет выглядеть вот так. Это главный герой. И ты такой, бля, реально, это оно. Игра за кремиков сходу дала ощутить геймплейное превосходство над фракцией силовиков. Для меня законы не писаны, йоу. Я делаю на улицах все, что мне вздумается. А давай на бабло, Давай сюда бабки, или он прострелит твою башку, йоу. Голос женщине в зубы, твое любимое. Реально женщине в зубы дал. Ну слушай, беспринципный Фендерсон Джеркинсон. Ой, 3 раза кастиком в зубы. Пора делать Поехали. ноги отсюда, йоу. Бро, за нас полицейские, оставь свои истории на потом. Фак. Давай быстрее сюда, за мной. За мной, хоми, за мной. За мной, брата. Мы убежали отсюда, йоу, Наконец у нас началось задание. Пора гасить легавых. И, короче говоря, мы в очень быстром темпе проиграли 5 первых пунктов. Снизу, вот, йоу, помогите, гангстеры. Да это не этот. И все вновь свелось к удержанию кейса. Вижу, со спины обхожу. Помоги, ну какой состав. Найс. И в этот раз мы подошли к заданию чуть более ответственно. Иду. Найс. Они продержали 54, у нас только 19. Блять. Рашит буквально. Убито 2! Пожалуйста, прибегите ко мне, я вас молю. Христа ради, прибегите. Даня машины перекрыл. Даня молодец. Проход. Скидай сумку. Убито, Еще один вайбер там на проходе. Жункович. Хорош, Данек! Данек вообще. Осталась минута. Сверху ко мне заходит. Убей! 115. Давай сюда, Убит, еще один. базу. Выполнено. Это реально очень хорошо было. Вот прям в плане такого геймплейного, эмоционального, вообще прикольно. Новое задание, наконец, отличилось оригинальностью. Нам необходимо было нарисовать граффити в разных местах. И безобидное закрашивание стен в переулках Есть контакт. очень быстро эскалировалось в закладку бомбы около церкви, чтобы данным жестом привлечь внимание СМИ к нашим граффити. В общем-то, несмотря на позже успешно установленную бомбу, силовикам удалось ее обезвредить. И слава богу. Ну а в самом конце мы чисто случайно узнали, что, оказывается, машинами можно разбивать витрины и сдавать награбленное. В общем и целом, мое изначальное предположение оказалось верным, что маргинальные элементы смогут существовать и хотя бы как-то себя развлекать без наличия силовиков. Но вот вторым без кримиков делать в игре совершенно нечего. Ну а сейчас моя мечта детства исполнилась, я поиграл в это удивительное творение. И пора двигаться дальше. Оценка 2 из 5. Исключительно из-за редактора и музыки в нем. Вторым сегодняшним гостем нашей телепередачи становится игра в жанре Стрелялка. где элементы бегалки отлично сочетаются с элементом закладки бомбы. Грязной бомбы. Первый заход в игру пропитал меня стойким чувством, что я нахожусь на какой-нибудь PvE-миссии в Warface. А вот во время прохождения туториала начало казаться, что я играю в какую-нибудь мобильную игрушечку, где не хватает только огромных элементов управления на пол экрана. Посему сейчас, вместо лицезрения мыльной картинки, советую вам обратить ваше же внимание на Arena Breakout Infinite. Этот захватывающий шутер предлагает не просто стрелять, но и грабить, экстрактить ресурсы и шаг за шагом прокладывать свой путь к богатству. А очень красивая и реалистичная графика и сочный звук сделают каждую битву крайне атмосферной. И у меня для вас хорошие новости. Первый сезон уже стартовал. Разработчики добавили новые карты, такие как телестанция и расширенная арсенальная зона. 8 новых видов оружия, включая Вектор 9.45 и MDR. А еще уникальные игровые события вроде Тумана и Шторма. Бонус?
Новый боевой пропуск, косметика и даже женская модель персонажа. А системные требования таковы, что игра пойдет практически на любом современном ПК. Arena Breakout Infinite — это игра, которая одинаково хорошо подойдет как хардкорным игрокам, так и новичкам. Даже если вы раньше не играли в экстракшн-шутеры, вам будет комфортно начать. Я убежден, что у этой игры большое будущее, а такие механики, как и союзники, будут двигать индустрию вперед. Переходите по ссылке в описании, чтобы скачать игру бесплатно и попробовать первый сезон. Считаю, что это одна из лучших игр жанра на рынке на сегодняшний день. В общем, хотите верьте, хотите нет, но поиграть в мультиплеер Dirty Bombich у нас так просто не получилось. С бесконечным подключением и пустыми серваками. Подождите-ка, дайте я уточню онлайн у игры. Я ведь забыл совсем, чем мы занимаемся в этом ролике. Приложив еще немного усилий, мне и двум моим кентаврикам удалось зайти на пустой сервер и сыграть каточку 2 против 1. Говно. На колени, на колени! Понравилось нам компьютерное стрельбище до такой степени, что без секунды сомнений мы рванули искать еще одну Котеллу. И в этот раз звезды сошлись таким образом, что все оставшиеся в этой игре 7 человек попались нам на один сервер. Так как название игры несет в себе слово «бомб», нетрудно догадаться, к чему сводится все противостояние. Представляете, в игре присутствует удивительная механика ресалки союзников. Причем делать это могут не только медицинские представители, а все товарищи по команде. Единственное, только делается это долго. Медик же может резнуть союзника в быстром темпе при помощи дефибриллятора. Но и здесь есть нюанс. Возможность восстановить человека есть какое-то время после того, как его нокнут. Все верно. Здесь персонаж не умирает сразу. Он обездвиживается до тех пор, пока времени истечет, или его не восстановят. По этой причине врагов нужно как бы убивать дважды. Нокнул, а затем добил дергающуюся тушку. И, в общем-то, чтобы не надеяться на случай, что в игру зайдут люди, я накастовал заклинание на призыв миньонов. И, проведя им небольшой экскурс, Далее. И тут Friendly Fire. Friendly Fire, сука. мы придали свои тела игрищу. Сходу, внимание, с лету я ощутил такого невероятного вайбику от игры. Словно бы в детстве, накануне новогоднего праздника, я уселся играть в свою любимейшую игру с дружбаном. По какой-то причине от всего этого совместного геймплея в духе Battlefield на карте метро с неограниченными тикетами я испытал большую радость. Мне только что лоботомилось. А от геймплея за класс медика, где я в больших количествах давал вторые шансы союзникам и хилил их измотанные от боя тела, я ощутил свою невероятную пользу для этого виртуального общества. При этом и ганплей весьма хорош. Чувствуется импактище от попаданий, особенно от ударов битой по хребтине врага. Но вот в игре за классы с автоматическим оружием из-за огромного ТТК стрельба ощущалась не такой награждающей, как в случае с Дребычем. Поэтому, несмотря на такое обильное количество классов, я большую часть времени провел, играя за медикаментозника. Ой, обоссалась еще, ёб твою мать! К слову, у каждого класса своя спецспособность. Кто-то может вызвать ракетный удар с неба или бить лазером с космоса, кто-то воскресить себя после смерти или поставить турель, а у кого-то способность просто кинуть гранату. Тоже полезно. Блин, я гранату бросил нахуй своим же под ноги. И, в общем-то, так как игра позиционировала себя как что-то киберспортивное, если судить по кнопочке Face It, было решено разделиться на команды и созвониться через TeamSpeak. В этот раз наша цель — не дать врагу сопроводить вагонетку, а задача другой команды — вагонетку сопровождать и время от времени чинить ее. Натолкав вагонетку до определенной точки, нужно заложить бомбу грязную и после взрыва радостно отсмотреть катсцену. Сюда! Порадуйтесь для видоса. Ура! К слову, у сопровождающих есть крутейшая возможность настреливать по врагу с пулемета, установленном на средстве транспорта. Питана. Питана. Ах, сука! Сука, убью гада. Блять, убью гада нахуй. Молодцы, бойцы. Блять, сорян. Все, ребята, смотрите, я сейчас так их рассмотрю со спины. Один готов. Второй готов. Третий готов. Ну, сука, киберспорт. Убито нахуй. По итогу победила дружба, или же, иными словами, случилась ничья.
После режима сопровождения мы сыграли в режим закладки бомбы. Тут особо сказать нечего, кроме лишь того факта, что классы действительно играют роль. С нашей подборкой мы с трудом могли что-либо сделать. Зато команда врага умудрялась ставить щиты и быстро дефьюзить бомбы, которые мы с очень большим трудом умудрялись ставить. И взрывать всю нашу тиму одним залпом обилки. В остальном весь экспириенс можно свести к эмоциям, потому что словами ничего интересного тут и не добавить. По итогу могу сказать, что игрушка хорошая, но мертвая. Очень жалко. Вот такая вот загадка природы. Ее надо сохранить, но надо есть. Ну а что делать? Оценочка 3,5 из 5. Советую попробовать. Хватит шутеров, перейдем к шутерам. Но с условием. Игра с революционной концепцией 4 против 1, где один играет за большого монстрика, а 4 выступает в роли охотников. Речь, конечно же, идет об Evolve. В нашем случае Stage 2. Версия, которая сделала игру бесплатной в 2016 году. Судя по онлайну, это не сильно помогло, поэтому пора восстановить его собственноручно. Пройдя туториал с самой, наверное, идиотской озвучкой, которую я когда-либо слышал. Ты охотишься на монстра на чужой планете, и это совсем другое. Чё за калечная озвучка? Кидай купол на говнюка. Кидай купол на говнюка. Ну так вот и говорит. А второй разговаривает вот так. Настолько плохой озвучки я в жизни не слышал. Даже кривляния Петра Гланца звучат куда более правдоподобно, чем вот это. Всяким хитом. Мои мерзкие французские... Встретилась нам жестокая реальность. Выключены серваки и невозможность поиграть. Но мы не фингером мейканы, и перерыв весь интернет, мы наткнулись на очень странную западную технологию, которая содержала в себе подробное описание того, как можно сыграть на сегодняшний день. Походу надо скачивать 40 гигабайт. Ну, короче, панзар пошли. Игра, которая в первой половине десятых годов пиарилась везде, где только можно. И что самое забавное, я помню это агрессивное продвижение. Но где и как конкретно оно было, совершенно вылетело из моей головы. Само же игрище с неопределенным жанром экшен, с элементами мобы и ММО-РПГ. А всей ценностью панзара можно пропитаться и ощутить уже во время нескончаемого и крайне подробного туториала. Пора выпить зелье. 150 зелий, догадываюсь, их придется покупать рано или поздно. Но, наверное, меня не дойдет до этого. Приветствуем тебя на карте Зал Гранитных Предков. Это твоя команда. Контролируй центральную точку, вот эту центральную точку. Пора использовать очки воли. Уровень здоровья Волю, падает. навыки высокого Пора уровня. выпить зелье. Дай женщину побил. И тут нашел любимое занятие свое. Уровень здоровья падает. Пора выпить зелье. Пора выпить зелье. Пора использовать очки воли. Пора выпить зелье. Продолжим знакомство с режимом доминации. Вот эту контрольную точку. Мешать тебе будет все так. Дайте мне поиграть в игру, пожалуйста. Стань на точку, прогони с нее врагов и одержи победу. И показаны ваши очки. В красном очки противника. Как будто бы для ДЦПшников каких-то обучения. Ой, меня убили. Используй зелье. Пора выпить зелье. Точка в башню. Захватите вторую точку. На самом деле хорошо озвучено. Он нормально говорит, просто как, ну, разработчик условно, который хочет, чтобы ты разобрался. Он бы еще сказал: привет, я Дмитрий, я разработчик этой игры. Уровень здоровья падает. Пора выпить. От этого не имеющего конца обучения может появиться мысль, что Панзар — это первая в мире игра такого жанра, а все в нее играющие люди впервые видят перед собой технологию компьютер. Иначе неясно, почему Дмитрий так настойчиво старается мне объяснить всю сложность и важность захвата точки. Разработчик Дмитрий, дайте поиграть, пожалуйста. Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий, мне нравится ваша игра, я хочу в нее поиграть, а не только с вами время проводить. Здесь показан прогресс захвата точки. Пройдя 30-минутное вступление и по достоинству оценив вклад Дмитрия, нам наконец удалось начать поиск мультиплеерной сессии. Давай закрепим уже имеющиеся у нас навыки. Все. Кажется, Дмитрий должен вообще больше, чем просто игру. Путеводитель по жизни. Вот мне кажется, если бы я в детстве Дмитрия услышал, у меня намного все успешнее было. И помимо нас со жменей, с нами в катке попался еще целый один человек. А загрузившись, мы устроили зарубу с другими явно настоящими людьми, которые оказались чертовски слабы в сравнении с нами. К слову, весь геймплей — это нажатие правой кнопкой мыши по врагу до тех пор, пока не накопится кружок воли, чтобы нажать тройку и сделать мега сильнейшую атаку.
а периодически наступает пора выпить зелье. От такого удивительного не геймплея, но факта наличия живого человека в игре Евгений попытался развязать диалог. Ну вот что он написал ЦЦЦ, вот что он этим хотел сказать? Он хотел посеять во мне долю сомнения. Американец? Потенциальный Дмитрий не особо шел на контакт, но постепенно и с большим трудом нам удалось выведать возраст геймера и количество лет, проведенных в игре. Каточка закончилась, и казалось, что дядя Дима больше не повстречается на нашем жизненном пути. Но... Это опять он. У нас опять этот Оной в пати. Может, он детей там отхуярил, пошел слегка понза. Попытка провести диалог посредством голоса не увенчалась успехом. По причине... Поэтому в текстовом формате Евгений продолжил в больших кавычках диалог, где сам задал вопросы и сам же на них ответил. А в середине игры Жекича вообще кикнуло. Тебя заблокировали? Оценка 1,5 балла. Исключительно за то, что я похихикал. И, естественно, за Дмитрия. Так что... Давайте уделим теперь внимание чему-то более современному, но не значит более живому. Но на секундочку, на минуточку, жажду вам рассказать о компьютерном столе Zone 51 Runway. Это не просто стол, а настоящий центр вашей продуктивности. Чем Runway меня впечатлил? Во-первых, широкая столешница с покрытием под карбон. Выглядит шикарно. Защищена от износа и вмещает все, от мониторов до периферии. Места полно. Выбирайте размер 120 или 160 сантиметров под свои задачи. Во-вторых, надежность. Стальная рама выдерживает до 100 килограмм. А в отсек для кабелей можно сложить все шнурочки и проводочки. Правда, мой кронштейн для мониторов не позволил его установить. Имейте в виду. Особая фишка — RGB подсветка. Она создает атмосферу. Днем помогает сосредоточиться, а вечером расслабиться. Управление простое. Все через встроенную панель. Настраиваемая высота позволяет выбрать идеальное положение. А минималистичный дизайн стола подойдет для любого интерьера. Доступно 2 цвета — черный и белый. Этот стол преобразил мое рабочее место. Аккуратность, удобство и та самая зона комфорта. Хотите также? У меня для вас подарок. 20% скидка по моему промокоду. Переходите по ссылке в описании и оставайтесь в зоне комфорта. Но торопитесь, акция действует всего месяц. Данное творение сделано разработчиками из студий. Имеет в себе геймплей и, что немаловажное, возможность установить игру на компьютер. Среди занимательного, персонажи могут пользоваться разным оружием. Стрелять из него, бегать и даже прыгать. Если вас не заинтересовали все описанные мной механики, то и такой геймплейный элемент, как возможность ставить порталы, вас тоже не удивит. Потому что, судя по онлайну в 1,5 землекопа, людям это не кажется чем-то удивительным. Но what the fuck, motherfucker? Я нигде такого не видел, чтобы стрелялка была с порталами. Начну сразу с поразительного визуала. Игра умудряется выглядеть одновременно как что-то, имеющее свой стиль, и в то же время ключевые герои данного повествования имеют сходство с дефолтной куколкой из Unreal Engine 5. Карты вроде бы разноплановые, но выглядят как бенчмарк, состоящий из sci-fi ассетов пака, sci-fi пак ассетов. Но это мы упустим. Нам с удивительной легкостью удалось подключиться в игру. Это не боты? Нет, ты чё? И успешно ознакомившись с поражающими сознание принципами игры, чем больше времени мы проводили в этом мозговыносящем боевике, тем больше я ставил под сомнение крайне убедительные слова Евгения. На этом моменте все окончательно стало на свои места. Человек с ником Uncle Jim не может быть человеком, а все мои оставшиеся сомнения рассеяла кастомная карта. А вот они стоят. Мне даже, наверное, карт маршрутов на этой карте нет. Так что пока на улице ночь, можно рубануть раз на раз. Куда? Я не знаю, где я. Сука. Тебя так корёжит, что ты проигрываешь. Fuck them kids. Теперь-то уже, когда мозг не сходит с ума от механики порталов, можно созвать... ребят, это не подписчики, это просто случайные люди к нам зашли. Сыграв совсем немного, организм приспособился на новый лад. И я начал в секунды видеть потенциальные возможности в уже 4-мерном пространстве. Сюда на базу! Сюда на базу! Сюда на базу! Сюда на базу! И как вы, наверное, заметили, если смотрите вообще в экран, то можно видеть только, что творится внутри своих порталов.
Все остальные портики black. И исходя из этого тоже можно создавать и участвовать в разных интересных ситуациях. В игре, как выяснилось, бесконечное количество режимов. И каждый из них имеет по несколько подрежимов. Поэтому мы постарались сыграть в как можно больше. Режим зомби. Этот режим, в принципе, не может быть плохим, тем более с такими механиками. Зомби сбитые должны ставить порталы и должны заражать бойцов. Опа! А бойцы, соответственно, должны выжить. Сюда, спортсмена. Что ты там бегаешь? Ну куда? Бля, я сделал великую ошибку! Сука, нахера я спрыгнул? Но все те матчи, что мы сыграли, завершались в пользу зомбаков. Что такое? Не стыдно? Что ты хотел? Под хана. Подкрадули! Вот они, вот они! Вот они! Не уберем. Но это не... Но все равно весело. В остальном все плюс-минус сводится к одному. Хочется только отметить, что, к превеликому сожалению, все режимы с флагом совершенно не работали, так как их не получалось взять. Поэтому мы просто PvP-шились. Зато вот удержание точек, god damn, это прям очень хорошо. При помощи порталов можно буквально 2 точки защищать за раз. И во время геймплея это ощущается как что-то чуть ли нелегальное. С учетом того, что враги не видят, куда ведут твои порталы. Спасибо. Я поставлю тут пертыча и там пертыча. И буду просто пустить. Оп. Опа. Опа. Это вообще удивительная механика. Меня убили. Из забавного с переходом на удивительное, в игре 2019 года режим, где нужно тибэгать врагов. В современных играх, сделанных нон-байнери зэями-зэмами, такой храбрый жест может привести к бану. Оп, чего ты ждет? Здесь это строгая необходимость для получения победы. Раз. Победа! Я последний типа. Бэк. И если устремить взгляд в левый верхний угол и перейти на сайт, то будто бы можно сделать вывод, что во второй части такой роскоши не будет. В общем, оценка строго-настрого 4 из 5. Крайне настоятельно рекомендую зарубаться хотя бы 1 на 1. Балл забираю только за то, что весит она 15 гигов. Качать явно не все станут. Они заходят, я их убиваю. Все, меня убили нахрен. Ну и заключительная на сегодня игра, исполненная на движке, который никак не покидает мою жизнь. Double Action Boogaloo. Больше 5000 часов, из которых всего 6 потраченных на доту, первый Сурс изъял из инвентаря моей жизни. Так что еще парочка часов от этой до тошноты вкуснейшей графики и до боли приятной физики не сделают мне хуже. И несмотря на всю мою клоунаду, Double Action действительно поистине удивительный проект. Пускай я и сказал это слово уже 9 раз за ролик, но если так оно и есть, что я могу поделать? Кто бы мог вообще подумать, что в Двигло 2004 года имплементируют прыжки от стен и дельфинчиком, как в Макс Пейне, слоумо, и все это в мультиплеере. Пускай и выглядит все это, ну, как выглядит, но держите в голове, что это плоды трудов четверти землекопов. Основная задумка тут — дать испытать игрокам hell yeah моменты. Ой, Подожди. ой, что такое? Что случилось? Что случилось? И с натяжечкой, но такая возможность тут есть. Даже количество очков измеряется не количеством убийств, а их стилем. Чем круче ты убьешь, тем больше очков заимеешь. Акула! СБУ червь. В игре есть классы, навык которых активируется при достижении 100 очков за жизнь, как я понимаю, стиля. И можно вытворять страшные вещи. Я всегда беру класс драчуна и делаю конкретную развалку всех присутствующих на сервачке спортсменов. Сюда, спортсмена! Сюда, спортсмена! Ой-ой-ой-ой-ой! Потому что даже обычный ближний бой тут наносит колоссальный ущерб. При желании можно подразобрать даже бетонную стену. Из впечатляющих механик здесь есть возможность менять лицо. О! От первого лица можно! Как? Икс! Охренеть! Не знаю почему, но меня это правда удивило. Какой вообще бизнес был разработчикам делать и третье, и первое лицо в игре с бюджетом в 3 спасибо от игроков? Но сделали ведь. Как он меня убил, блядь?
Хорошие, да даже добрейшие эмоции всегда возникают от подобных игр на Сурсе. И точно так же всегда, абсолютно каждая Сурс-поделка обрастает микспамом. Геймплей сопровождается микспамом, микспам геймплеем. До тех пор, пока все не перерастет либо в Jailbreak, либо в Dark RP сервер. РП-сервер, чё ты ходишь? РДМ, тут на серваке кикните кто-нибудь. Чё, где тут паспорт получить? Здравствуйте, я пришел за отчетом в офис, дайте мне отчет. Да иди ты нахуй! Встаньте по стеночку, быстро. Даймон говорит сделать шаг вперед. Даймон говорит присесть. Ребята, а теперь прыгните. Саймон не сказал прыгать! Сука, переполох в тюрьме, обезьян накормили горохом. По очереди. Бля, мужик, я тут стоял. Простите, у меня договорено. Я давно, блядь, я обохал свои эти шорты. Выйдите из очереди. А чё тут какая-то атмосфера агрессивная, все с кулаками стоят. Чё, погнали на хуярочку, погнали! По итогу даже такая игра, как шутер, превращается в какие-то мини-режимы с баловством и приятными воспоминаниями, с потенциальной возможностью найти себе дружбанов. Провели мы не так много времени во всей этой буфанаде, но зато успели мы сыграть и в стрелялочку, и в драчечку, и в РПшечку, и даже в пряточки. Оценка 3 из 5. Настоятельно советую попробовать, но хватит вас только максимум на часок. Вступайте в Телеграм, подписывайтесь на Бусти, приходите завтра на стрим. The Black Bruce Lee.